Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. В этом видео я покажу и расскажу, как сшить такое кимоно. Обычно моделировать и шить изделие с цельнокроенным рукавом довольно простая задача, но не в этом случае. Здесь все немного сложнее. Есть много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы сделать изделие идеальным. Сразу же предлагаю посмотреть короткий обзор готового изделия. Определимся с мерками, которые нам понадобятся. Это ширина спины, обхват груди, обхват талии, обхват бедер, высота бюста, длина спины, длина изделия, длина рукава. Итак, мерка ширина спины. Измеряем по спинке вот эту область. У меня она равна 40 сантиметрам. Обхват груди. Обхват по полочке и по спинке. У меня этот показатель 86. Обхват талии. То же самое, только по талии. Записываю все свои показатели. У меня это 62. Обхват бедер. Здесь эта линия не прорисована. Обхват бедер у нас вот здесь. Восемьдесят 88. Высота груди, она же высота бюста, измеряется от плечевого шва до высшей точки груди. Двадцать 27. Длина спины измеряется от седьмого шейного позвонка до линии талии. Зачастую эта длина равна 1/4 роста. Зачастую, но не всегда. В моем случае этот показатель не соответствует, если вычислять его по этой формуле. По формуле у меня в таком случае получается, что длина талии сдвигается на 2 см вверх. В случае с кимоно это не было бы проблемой, но если это облегающее изделие, то такое несоответствие сильно повлияет на вид готового изделия. Но в данный момент этим можно пренебречь и просто вычислить по формуле. В любом случае длина спины 40 см. Далее нужно определиться с длиной самого изделия. У меня оно до пола и равно 150. И также нужно определиться с длиной рукава. Я люблю рукава, которые слегка прикрывают кисть, и показатель равен 60 сантиметрам. Все показатели ширины нам также понадобятся в половинном размере и в четвертинном. То есть ширина спины 20, обхват груди 43, талии 31, бедер 44. Все показатели высоты и длины оставляем неизменными. Показатели 1/4. 10, 21,5, 15,5, 22. Это нужно для удобства. Приступаем к построению выкройки. Буду строить уменьшенную версию, чтобы выкройка хорошо помещалась в кадре. 1 дюйм буду принимать за 10 сантиметров. Сначала построим спинку. Проводим прямую. Эта линия у нас центр спинки. Самая верхняя точка будет нашим седьмым шейным позвонком, условно говоря. Проводим от нее перпендикулярную линию. И откладываем на этой линии 7,5 сантиметров.
Теперь откладываем на этой линии глубину задней горловины или ростка, как кому удобнее, 3 сантиметра. Проводим кривую, обозначая линию задней горловины. Далее от этой точки откладываем вниз длину спины. У меня этот показатель 40. Итак, мы получили точку, от которой будем строить линию талии. Разделим этот отрезок пополам и получим точку линии груди. Проведем линии груди и линию талии. От линии талии откладываем вниз от 18 до 20 сантиметров. Я откладываю 20. Это зависит от роста. На низкий рост 18, для высоких 20. Мой рост чуть выше среднего, но я знаю, что мой показатель равен 20. Даже если не знаете, какой показатель отложить, в случае с кимоно такая незначительная ошибка не повлияет на результат. Итак, получили линию бедер. Теперь откладываем 1/4 наших показателей на соответствующих линиях. Итак, обхват груди 21,5. Обхват талии 15,5. И обхват бедер 22. Также нужно отложить ширину спины. Здесь небольшая поправка. Ширину спины откладываем в показателе 1/2. — 20 сантиметров. Далее нужно очертить линию бока, ориентируясь на эти показатели. Соединить точки под таким углом я, конечно же, не могу. Ткань у нас не тянется, изделие не облегающее, и такой угол мне не позволителен. К тому же, для свободы изделия нужно добавить длины. Я добавляю по 1,5 сантиметра для каждого показателя. И теперь мы ориентируемся на эти новые точки. Но в любом случае линию талии мы немного увеличим. Если по этой выкройке вы будете шить не кимоно, а платье, например, то можно добавить пару выточек, чтобы нивелировать вот этот излишек и сделать изделие более прилегающим. В моем кимоно выточек нет, так что я не буду их добавлять. Далее ориентируемся на вот эту линию. Нам нужно начертить длину плечевого скоса. На вот этой линии откладываем вниз от 2 до 3 сантиметров. У меня это 2,5. Проводим длину плеча от этой точки до этой. Далее мы можем продлить эту линию под тем же углом или слегка его изменить. На что это повлияет? Повлияет это на количество и размер складок вот в этой области при расслабленной позе. Если продлить линию рукава под этим же углом, то при расслабленной позе складок будет больше. Если изменить угол и провести линию чуть ниже, то при расслабленной позе складок будет меньше. Но стоит учитывать, что в таком случае при поднятии рук будет больше приподниматься изделие. Я продлеваю линию рукава, совсем чуть-чуть изменив угол наклона.
Длина моего рукава 60 сантиметров. Далее нужно начертить ширину рукава. У меня ширина рукава равна 22 сантиметра. Можно сделать больше, можно сделать меньше, это по желанию. Изначально я делала больше и пришла к тому, что 22 самый оптимальный вариант. Вот здесь строго 90 градусов угол. То же самое касается и этого угла. Далее определимся, откуда у нас будет идти рукав. Условно разделим вот этот отрезок на 2 и начнем рукав чуть пониже. Начинать рукав от этой точки также оптимальный вариант. Он не будет казаться слишком большим, не будет казаться слишком маленьким и будет удобным. Продлеваем рукав. Плавной линией, линию бока мы выводим в рукав. Ну и последнее, длина изделия. Длина до пола у меня равна 150. Такой длины на этом листе у меня не хватит. Проведу сколько есть. Главное, чтобы вы понимали, откуда ее измерять. От вот этой точки. До низа у меня получилось 124. По бедрам просто опускаем линию вниз, полностью перпендикулярно линии бедер. Но здесь, конечно же, мы можем слегка сгладить этот угол. Со спинкой закончили, приступаем к полочке. Строить ее заново мы не будем. Мы используем только что построенную спинку и внесем несколько корректировок. Тем самым построим полочку. В первую очередь нам нужно учитывать баланс изделия. Точка плеча на полочке в среднем на 1,5 см выше. Чтобы было совсем точно, можете сравнить свою полочку и спинку изделия основы, если они у вас есть, и посмотреть с точностью до миллиметра, какой показатель именно у вас. Это может быть 1,6, 1,7, но в среднем это 1,5. Так. Отметим эту точку. Так. От этой новой точки проводим линию к нижней точке плеча. Теперь сделаем горловину. От вот этой самой первой точки откладываем вниз сантиметров 8. Кривой линией обозначаем горловину. Можно слишком не стараться, эта горловина у нас всего лишь условно, чтобы на нее ориентироваться. Далее определим ширину запаха. Мой запах совсем небольшой, 12 сантиметров. Но в целом он может быть любым. Это зависит от предпочтений. Вот эта ширина, в моем случае 12 сантиметров. Я делаю такой, чтобы он слегка не доходил до боковой линии изделия, по талии. И последнее. Чтобы лента, которой я буду оформлять края, красиво ложилась по шее на спинке и плавно переходила к нашему запаху, нужен воротник-стойка. Строим. От этой точки проводим перпендикуляр вот этой линии. Длина должна быть равна длине ростка. Ширина воротника стойки зависит от ширины ленты. Моя лента равна 3 см 3 мм, поэтому высота стойки будет 3 см.
Сейчас объясню, почему так. То есть 1 мм моей ленты будет выходить за край, чтобы перекрывать край изделия, и пару миллиметров будут перекрывать шов соединения воротника с основным изделием. Не забываем, что вот здесь у нас четко 90 градусов, так же как и здесь, и вот здесь. Подробнее о построении воротника стойки вы можете посмотреть в другом моем видео, ссылку оставлю в описании. И нам осталось только соединить верхнюю линию воротника стойки с вот этой точкой. Итак, обозначим полочку и спинку. Вот идет наша спинка. Обозначу ее зеленым. Полочку обозначу синим. Если при соединении вот этой точки с точкой на талии у вас не будет вот здесь получаться четко 90 градусов, то проведите сначала небольшой отрезок, чтобы вот здесь получался прямой угол, и затем плавно перейдите в необходимую линию. Перечень необходимых материалов. Вам понадобится ткань, жаккардовая лента, дублерин или флизелин и нити в цвет. Расход ткани. На обычное кимоно понадобится 2 длины изделия. Но в этом случае дополнительно нужно прибавить ткань, равную нижней части рукава с учетом припусков. Припуски будут большие, далее я об этом расскажу. Расход длины ленты рассчитывается индивидуально. Но чтобы вам было на что ориентироваться, скажу, сколько ушло у меня. На один рукав мне понадобилось 53 сантиметра ленты. На воротник и полочки понадобилось 128 сантиметров. И также у меня еще есть пояс. Там я использовала 70 сантиметров. Так как рукава у меня в готовом изделии двухцветные, вот эта часть должна быть отрезной. И равна она, в моем случае, 25 сантиметров. Верх у меня одного цвета, низ и края рукавов другого. Для удобства отделю их. Мы выкраиваем 3 детали верха, то есть это 2 полочки и 1 цельная деталь спинки. Далее мы выкраиваем 2 детали рукава, 2, так как я сделала эти детали по полочке и спинке цельными. Линия соединения у меня по низу, то есть вы можете скопировать вот эту деталь и соединить ее по вот этой линии. И выкроить цельную деталь, и таких 2. Расход ткани в таком случае больше, так как обрезка ткани не хватит на то, чтобы выкроить эти детали цельными. Для них нужен дополнительный отрез ткани, который равен длине этой детали. Я решила не экономить ткань на этом, потому что так красивее. И по поводу нижних деталей. Мы выкраиваем 3 детали низа, 2 детали полочки и 1 цельная деталь спинки. Далее более детально по поводу припусков. Плечевые швы обрабатываем оверлоком, поэтому оставляем здесь 0,7 см. По линии соединения рукавов мы оставляем либо 0,7, либо 1 см. Эти припуски мы закроем лентой.
По боковым швам мы также оставляем припуски 0,7 см. По линии декольте я не оставляла припуски, я обрабатывала края оверлоком и перекрыла их лентой. Но это я шила пробное изделие. В следующий раз я оставлю здесь либо 0,7, либо 1 см. Отверну припуск на лицевую сторону и закрою края лентой. На деталях низа мы оставляем припуск довольно широкий, 4-5 см. И по низу рукавов также. Так как рукава широкие, изнанка будет видна, и припуски там должны быть достаточно широкими, так красивее. Сделаем так, чтобы с изнаночной стороны рукавов в области локтей не было никаких припусков. Сначала мы соединим верх изделия по плечевым швам и сделаем воротник-стойку. Затем пришиваем нижнюю часть рукавов, соединяя детали изнанка с изнанкой. Таким образом, припуски будут на лицевой стороне. Мы их сразу разутюживаем и пришиваем ленту, тем самым закрывая припуски. Чтобы пришить ленту, начертите себе дополнительно линию на верхней или нижней части рукава, приложите ленту и проложите строчку на 1 мм от края ленты. Вторую линию чертить не обязательно. После прокладывания первой строчки лента сама идеально уложится. И также на 1 мм мы прокладываем вторую строчку. Но если не уверены, можете прочертить сразу 2 вспомогательные линии. На верхней части и на нижней. После этого можно соединить детали полочки и спинки по боковым швам с учетом рукавов. Теперь обрабатываем края декольте оверлоком и закрываем его лентой, на 1 мм выступая за край. Это более простой вариант, но, как я говорила, можно сделать иначе. Оставить здесь припуск 0,7-1 см, закрепить его на лицевую сторону и закрыть лентой. Тем самым здесь не будет никакой оверлочной строчки. Переходим к низу изделия. Детали полочки нужно проклеить дублерином, обработать края оверлоком и приутюжить припуск. Далее мы соединяем полочки и спинку нижней части кимоно по боковым швам. Теперь соединяем верх и низ изделия. Боковые швы при этом можно уложить в разутюжку. Также учитывайте, что низ изделия у нас имеет большой припуск. Этим припуском мы частично можем закрыть припуск соединения верха и низа изделия. На этом этапе кимоно почти закончено. Остался последний шаг. Прокладываем потайной шов, закрепляя припуски на полочке. Таким же образом мы обрабатываем низ рукавов и низ самого изделия. О том, как проложить потайной шов, я снимала отдельное небольшое видео, ссылку оставлю в описании. Также, чтобы кимоно не сползало и не деформировалась линия талии, можно сделать небольшие завязки вот здесь и то же самое с обратной стороны, только уже на изнанке. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Также пишите, какие темы вас интересуют и какой материал вы хотели бы видеть в будущем. На этом все. Будьте стильными и до новых встреч!